Он заставил Рим пасть на колени, его имя произносили шепотом, как проклятие и молитву одновременно. Он не строил храмов, не оставил статуй и не писал законов. Но когда его армия шла по земле, солнце будто меркло. Его звали Аттила. И он не пришел просить, он пришел судить. Где-то в холодных просторах Евразии, где степь встречается с небом, родился мальчик, которому суждено было стать бурей. Он рос среди лошадей, криков битв и запаха дыма. Каждый день учил его одному: мир принадлежит тому, кто не знает страха. Когда другие дети слушали песни, он слушал ветер. Когда другие мечтали о славе, он мечтал о власти над самим страхом. Он понял: люди не умирают от ран, они умирают от страха перед ними. Так родился человек, который не знал страха вообще. Аттила делил власть со своим братом, Бледой. Двое вождей, двое сыновей степи, два пламени в одном небе. Они заключали договоры с Римом, брали золото, клялись в дружбе и презирали тех, кто платит за мир. Но власть – это не союз, а арена. Однажды Бледа исчез. Никто не видел его тела. Одни говорят – несчастный случай. Другие, что Аттила убил его сам. Когда вождь вышел к народу один, степь поняла – с этого дня она принадлежит только ему. Он собрал гуннов, гепидов, остготов, аланов, всех, кто умел держать меч. Его армия двигалась как ветер, ее не видели, ее чувствовали. Где проходили гунны, оставалась только тишина. Города исчезали, словно нарисованные мелом на доске. Римляне называли его дьяволом, но те, кто видел Аттилу, знали. Он был человеком, просто человеком, который понял, что миром правит не закон, а сила. Рим построил стены, чтобы спрятать слабость. Они называют нас варварами, потому что мы не молимся их богам. Но кто более дик, тот, кто живет мечом, или тот, кто торгует душой? Римские послы прибыли в ставку Аттилы, ожидая дикаря с костями в волосах, а увидели вождя в простой одежде, сидящего на деревянном троне. Все вокруг было скромно, без золота, без шелков. «Император просит мира», — сказали они. Аттила улыбнулся. Мир — это просто короткая пауза между двумя войнами. Но скажите вашему императору, я не его враг. Его враг — сам он. Послы дрожали. Один из них позже напишет: «Я видел человека, которому подчиняется сама смерть». Император Валентиниан не знал, что делать. Рим уже не был Римом. Золото текло, стены рушились, солдаты продавали мечи. И тогда его сестра, принцесса Гонория, прислала Аттиле перстень. Жест отчаяния, но для степного вождя это было приглашение. Он сказал: «Она дала мне руку, я возьму вместе с ней и империю». Аттила требовал ее как жену, а Запад как приданое. Это было не предложение. Это был приговор. 451 год. Степь слилась с Западом. Армия Аттилы, огромная как море, пересекла Рейн. Города горели, поля глохли от топота. Рим впервые за века почувствовал: страх живет рядом. Навстречу ему вышел человек, способный его понять – полководец Аэций. На равнинах каталаунских сошлись два мира. Один строил, другой сжигал. Один старел, другой рвался жить. Битва длилась сутки. Римляне потеряли треть армии, гунны еще больше. Когда солнце село, земля стала черной. Аттила стоял посреди мертвых и сказал: «Сегодня умерла не армия. Сегодня умер страх перед войной». Год спустя он двинулся на Италию. Города сдавались без боя. Люди встречали гуннов, стоя на коленях. Но у стен Рима Аттилу встретил один человек – папа Лев I. Они говорили долго, наедине. Никто не слышал их слов. Одни утверждают, что папа пообещал золото. Другие, что за спиной понтифика стоял архангел с мечом. А может, Аттила просто впервые увидел не страх, а веру. Он молча развернул армию и ушел. Так впервые за жизнь он уступил не человеку, а идее. Ночь, которую не пережил бог войны, через год он женился. Была пиршественная ночь, огни, вино, песни. А утром его нашли мертвым, задохнулся кровью. Ни врагов, ни яда, ни меча, только судьба, которая не терпит бессмертных. Гунны оплакивали его, но недолго.
Его хоронили в тайне, в тройном гробу: железо, серебро, золото. Всех, кто участвовал в похоронах, убили, чтобы место захоронения осталось неизвестным, ведь легенды не должны иметь могил. Римлянин по имени Приск, бывший посол, писал: «В его взгляде не было ни ярости, ни жестокости. Там была тишина степей. Он не ненавидел, он просто шел вперед. И когда он смотрел на тебя, казалось, что мир сам становится меньше». Эти слова пережили века. Потому что даже те, кто его боялся, не могли не восхищаться. После его смерти гунны исчезли словно пыль на ветру. Но страх перед именем Аттилы остался. Для Запада он стал воплощением зла, для Востока – символом силы, которую не укротить. Историки спорят, кем он был. Но если бы ты спросил его самого, он, вероятно, ответил бы: «Я не разрушитель, я – зеркало. Вы просто увидели в нем то, чем стали сами». История Аттилы – это не просто рассказ о варваре. Это предупреждение о том, как рождаются легенды. Каждая империя думает, что вечно. Но однажды появляется тот, кто напомнит: ничто не вечно. Если эта история заставила тебя почувствовать дыхание прошлого, поддержи видео лайком и подпишись, чтобы вместе оживлять историю. Впереди нас ждут новые герои, империи и безумцы, которые изменили ход мира. А пока запомни: страх проходит, легенды нет.